Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина и проект «Ладная я». А сегодня мы будем говорить на такую тему. Почему мужчины требуют быстро секса? Что такого происходит с нами, вокруг нас, с ними? Почему так? Не успел познакомиться, он уже начинает намекать на тему секса. И чем быстрее, вернее, чем дольше вы с ним общаетесь, тем активнее он на эту тему намекает. Сегодня мы с вами с этой темой разберемся, потому что очень часто женщины реагируют в корне неправильно с тех моментов, которые они даже не отслеживают, что для мужчины это есть сигналом, что можно пробивать тему дальше. Я сегодня расскажу об этом, и мы с вами разберемся, как ситуацию менять. Меня зовут Алла Касаткина, мой проект «Ладная я», вот он, здесь ссылочка. Красная кнопка под видео говорит о том, что вы еще не подписаны на канал и еще не с нами. Лайки и комментарии любит YouTube. Мне они говорят о том, что нужно продолжать эту тему. Заодно вы в комментариях сможете задать вопросы, расспросить о том, что для вас важно. Подарок для вас есть курс «Секреты счастливых женщин» в описании этого видео. А мы с вами разбираемся, а почему же мужики так настойчиво, не успевшие познакомиться, начинают пробивать тему секса. Самый важный момент, с чего все начинается. Тема секса мужчин беспокоит больше, чем нас. Так заложено природой. Почему? Потому что у женщины, когда у нее нет вопросов в отношении секса, нет возможностей, нет партнера рядом, у женщины либидо стухает. У мужчины сексуальное напряжение, то есть сперма давит на мозги постоянно. То есть ему постоянно надо разрядка. И для него секс – это один из способов сбросить напряжение. То есть если женщина может заедать тревогу, то мужчина будет искать, где быстренько пойти и потушить пожар в штанах. Вот такая вот ситуация. Но нас-то беспокоит не их пожар в штанах, нас-то беспокоит ваша ситуация. Почему мужчины начинают быстро требовать секса? Ну, во-первых, я уже сказала, тема секса для мужчины актуальна 24 часа в сутки, 365 дней в году и всю их, в принципе, взрослую жизнь. Поэтому пока мужчина сексуально активен, тема секса его беспокоит. И чем дольше у него никого не было, и чем больше у него накопилось, то есть больше давит на мозги, тем активнее он будет эту тему пробивать. Мало того, активность мужчины в пробивании темы зависит еще и от уровня воспитанности, уровня интеллекта и готовности строить отношения. Потому что если мужчина настроен на отношения с вами, он не будет бить с первой встречи тему секса. Может быть, он попытается, а вдруг получится. Но если он получит от вас правильную реакцию, он будет строить с вами отношения. А товарищ пожарный, в смысле с пожаром в штанах, он просто уйдет от вас при правильной вашей реакции и не будет вам досаждать. Но если вы реагируете неправильно, то получается, что он начинает вас осаждать еще больше. Почему? Потому что он увидел команду, подтверждение, что здесь можно, здесь дадут. Я тут смогу наконец-то добиться, причем малой кровью. Самый важный момент. Итак, на чем же мы палимся? Мы, я имею в виду женщины. Смотрите, все, как всегда, находится в том, как вы реагируете на то, что происходит. Тема секса, она, я имею в виду откровенное предложение, что ты кочевряжешься, пошли в постель, мы взрослые мальчики и девочки, она возникает не просто так. Она возникает не вот там шли, разговаривали о природе, о философии, о мироздании, о будущем наших внуков, и вдруг пошли потрахаемся. Такого не бывает. Тема секса возникает с момента знакомства в виде анекдотов, в виде случайных вопросиков, в виде между делом вставленных комментариев о его сексуальном подвиге, о том, как вы выглядите. В том числе одно из видео я снимала по поводу распускания рук на свиданиях. Это если вы уже очно встретились. Но, как правило, тема секса присутствует, особенно если вы с мужчиной познакомились и просто общались, и у вас еще не было встречи, тема секса возникает с самого начала. И если вы четко ставите рамку, милый, мы с тобой знакомимся, или ты ищешь себе бесплатную давалку, нормальный мужчина тут же понимает, ага, эта женщина четко выставила границу. И если я ее уважаю, если она мне интересна, а мне не просто потрахаться, я начинаю с ней выстраивать отношения, и ваше общение уходит в другую сторону. Но если это мудак с пожаром в штанах, что он будет делать?
Он будет давить на то, что вы взрослые, на то, что пора бы уже давать, на то, что сколько можно ему мотать нервы, ну что вы не понимаете, зачем мальчики и девочки дружат. Он будет давить эту тему. Почему? А потому что вот там самые первые упоминания о сексе вы дали слабинку. Вы их либо посмеялись вместе с ним над анекдотом про секс, либо ответили на его вопрос, как давно у тебя не было секса, либо выслушали его рассказ о сексуальных похождениях. То есть что-либо из этого произошло, упоминание о сексе было, и была ваша положительная реакция на это. Возникает вопрос: хорошо, ладно, я уже облажалась, я уже это сделала. Что мне теперь, раздвигать ноги перед всеми подряд, кто хочет со мной секса или с кем я про секс поговорила? Нет. Нет, потому что ситуация работает на вас. Говорить не значит заниматься сексом. Говорить о сексе не значит давать согласие на секс. Поэтому если даже вас продолжают продавливать на секс, а вы на это не согласны, вы в любой момент можете это остановить. В любой момент вы можете сказать «нет». Мало того, запомните важную вещь. Многие женщины думают, что если я ему отказала в сексе, я потеряла для него привлекательность. Это абсолютно разные вещи. Если вас изначально не рассматривали как привлекательный объект для отношений, ваш отказ или ваше согласие не изменит ваши шансы. Вот это тоже разделите. Мудрости вам! И от всей души желаю вам заниматься сексом только тогда, когда вы сами этого хотите. С вами была Алла Касаткина. Все свои вопросы, возражения пишите в комментариях. Давайте обсудим эту тему. Я понимаю, видео короткое, а поговорить на эту тему хочется. Давайте говорить в комментариях. Лайки любит YouTube, и они мне тоже нравятся. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки!